Кришне больше нравится, когда мы служим Его представителям, чем когда мы служим Ему непосредственно. Therefore, to chant the holy name purely, we have to also please Krishna's representatives. Поэтому для того, чтобы научиться повторять чисто святое имя Господа, нужно научиться служить представителям Кришны. And at the same time, serve Krishna's instructions, coming into succession. И в то же самое время мы должны служить наставлениям Кришны, которые пришли к нам по цепи ученической преемственности. And there are different levels, as Srila Goswami says, of representatives of Krishna. Шрила Госвами говорит, что существуют разные виды или разные уровни представителей Кришны, With whom we exchange loving service with. которыми нас связывают узы любовного служения. So whether the devotee is on the level, we're supposed to respect them within our mind. Есть и преданные на начальном уровне, которых мы должны уважать в своем уме. Or it's on the level that we cooperate with them to spread the Sankirtan movement and worship the deity. И на другом уровне мы должны, с преданными другого уровня мы должны сотрудничать, чтобы распространять, проповедовать и поклоняться божествам. Or we take them as some kind of guru initiating or instructing. Или мы принимаем вайшнавов как гуру, либо тех, кто дает нам посвящение, либо тех, кто дает нам наставления. The idea is how to develop a favorable relationship with them. Другими словами, со всеми категориями преданных мы должны научиться развить благоприятные виды отношений. So that our relationship with service is not only with Krishna, it's also with Krishna, towards Krishna's devotees. Поэтому наш узами служения мы связаны не только с Кришной, но и с преданными Кришны. The second offense is to consider the names of the demigods like Lord Shiva and Lord Brahma to be equal to or independent of the holy name of Lord Vishnu. Следующее оскорбление – это считать имена таких полубогов, как Господь Брахма или Шива, равными или независимыми от святого имени Господа Вишну. Of course, in this age, it's very easy to forget or to pass over that offense. Разумеется, в наше время очень легко не заметить это оскорбление и пренебрежительно отнестись к нему. Because for most of us, being born in the Western culture, we don't have very much idea who Lord Shiva is or who Lord Brahma is. Потому что мы, родившиеся в западной культуре, воспитанные в ней, не знаем даже толком, кто такой Господь Шива и Господь Брахма. Or sometimes not even Lord Vishnu somewhere. Иногда даже не знаем, кто такой Господь Вишну. Therefore, to consider one name better than the other doesn't make a big difference to us. Поэтому для нас предупреждение, что мы должны считать одно имя более или менее важным, чем другое, для нас эти предупреждения не звучат слишком серьезно. We may be attracted to some other name. Мы можем испытывать влечение к каким-то другим именам этого мира. The name of some actress or actor. К именам каких-нибудь актрис или актеров. Name of some politician. Политиков. Дорогие преданные, пожалуйста, будьте потише. Духовный учитель просит, чтобы все затаились и внимательно слушали лекцию. Пожалуйста, не шумите без необходимости. The name of some athlete. Или имена каких-то известных спортсменов. So rather than talking about some athlete or actress or actor, это вместо того, чтобы говорить о каких-нибудь актерах, спортсменах, актрисах, we should not waste our time, but we should spend our time mostly in talking about everything in relation to Krishna. Мы не должны тратить свое время впустую на такие разговоры, мы должны тратить свое время на то, чтобы использовать свое время на то, чтобы разговаривать обо всем, что связано с Кришной. Or, as Narada Muni says, all these different names in the material world just agitate our minds. Как Радха-Дамодара говорит, что все эти имена этого мира приводят лишь наш ум в беспокойство. Just like a boat on the water without any anchors being just pushed around by the wind. Подобно тому, как ветер гоняет туда-сюда лодку, которая стоит, находится на воде без якоря. Things that are not related to Krishna will just push around our mind all over the universe. Потому что вещи, которые не связаны с Кришной, заставляют наш ум метаться по всей вселенной. Therefore, we should value the name of Krishna, and we should see all the other things in this world in relationship to Him. Поэтому мы должны относиться с огромной ценностью и бережностью к имени Господа Кришны и рассматривать все остальное в этом мире как ценно только в связи с Ним. Третье оскорбление – это пренебрегать наставлением духовного учителя и считать его обычным человеком. So the spiritual master may appear to some people to be an ordinary person.
Кому-то, каким-то людям духовный учитель может казаться обычным человеком. But what makes him extraordinary is the fact that he's delivering the message of Krishna in disciple succession. Но что делает духовный учитель необычным человеком, это то, что он передает очень верно передает послание Господа Кришны. And therefore, and at the same time, acting as an instrument for Krishna to spread the Sankirtan movement. И в то же самое время духовный учитель действует как инструмент в руках Кришны, чтобы распространить повсюду движение Санкиртана. That means that the spiritual master or any devotee who is sincerely engaged in devotional service, Это означает, что духовный учитель или любой другой преданный, который искренне занимается преданным служением, to the degree of their absorption in Krishna consciousness, настолько, насколько они поглощены служением, they're acting as a representative of Krishna. до этой самой степени они действуют как представители Кришны. But there's a certain etiquette towards the initiating guru. Однако существует определенный этикет поведения по отношению к тому гуру, который дает нам посвящение. But one should actually have that. It should be realized knowledge. Но этот этикет должен строиться на осознанном знании. In other words, when one takes initiation, it should be with the attitude of accepting the spiritual master to be as good as Krishna. Другими словами, человек, который получает посвящение, идет на посвящение, он должен быть готовым относиться к своему духовному учителю как к Кришне. That doesn't mean that the spiritual master will suddenly take out a flute and start playing it. Это не означает, что духовный учитель вдруг достанет из кармана флейт и начнет там играть. Or that he has his own group of gopis. Или что у него там есть свой собственный круг гопи. But it means that he is acting as the representative of Krishna. Но это означает, что духовный учитель действует как представитель Кришны. And if we want to please Krishna, we should also follow the instructions of the spiritual master. Если мы хотим удовлетворить Кришну, мы должны следовать наставлениям духовного учителя. The spiritual master doesn't think that it's his instructions. Духовный учитель никогда не считает те наставления, которые он дает другим, своими. He understands that by the mercy of the super soul and his spiritual master, Он понимает, что по милости сфер души и его собственного духовного учителя, those instructions are coming to him from down through the civil succession. эти наставления как бы стекают к нему, к духовному учителю, по цепи ученической преемственности. Therefore, the spiritual master, he should see, he sees, the advanced spiritual master sees his disciples as fulfilling the instructions of his spiritual master. Поэтому такой возвышенный духовный учитель видит, как его ученики на самом деле выполняют наставления его собственного духовного учителя. That he's acting as an instrument for. А он сам лишь действует как инструмент в его руках. Therefore, he also learns from his disciples how to become a better student of his spiritual master. Поэтому он сам учится у своих учеников тому, как стать лучшим учеником своего духовного учителя. When he sees his disciples are nicely serving those instructions. Когда он видит, как его ученики замечательно и ревностно служат наставлениям. The fourth offense is to blaspheme the Vedic literature or literature in pursuance of the Vedic version. Четвертое оскорбление – это поносить ведическую литературу согласующей с ведической традицией. There may be so many instructions in the Vedic literature that we can't understand. В Ведах есть много различных наставлений, которые мы не можем понять. And there are instructions that we can understand. А также есть наставления, которые доступны нашему пониманию. But the basic idea is that we should seek out those instructions that will help us improve our devotional service. Однако суть в том, что мы должны искать в Ведах те наставления, которые укрепят нас веру в преданное служение. Whether we understand what's going on in Mount Sumeru, неважно, понимаем ли мы, что происходит на горе Сумеру, или не понимаем. Which corner Varuna has and which corner Indra has and which corner Vayu has. Горы Сумеру живут Варуна, Индра и Ваю. Will not be very helpful for our devotional service. Такого рода понимание не очень поможет нам в преданном служении. Unless we're planning to do book distribution there. Разумеется, за тем исключением, тех случаев, если мы планируем свою поездку туда, чтобы распространять там книги. But then they have to wait for some time. Но, видимо, этой поездке придется подождать какое-то время. In the meantime, we should take those instructions from the Vedic literature, which will help us concentrate our minds more on devotional service and Krishna consciousness. А между тем мы должны сосредоточить свое внимание на тех наставлениях Вед и выбрать их, которые помогут нам сосредоточиться на выполнении наших обязанностей преданным служением. And how the mango fruits are falling from trees 100,000 yojanas high.
is not very important for us right now. А то, как там с деревьев, которые высотой в 100 тысяч йоджин валятся манговые плоды и разбиваются землю, для нас не очень полезно в преданном служении. Whether there's mango fruits the size of elephants or not won't make any difference to our chanting Hare Krishna. Существуют ли вообще в мире, на свете, плоды манго размером со слона или не существует? От этого вопроса повторение наших святых имен не зависит никак. We shouldn't worry so much about those things, but we should worry whether we're paying attention when we're chanting Hare Krishna. Мы не должны беспокоиться об этих деталях. Это единственное, о чем мы должны беспокоиться, так это о том, внимательно повторяем свои круги, когда повторяем святые имена Господа. The sixth offense is considered the chanting Hare Krishna, or the fifth offense is considered the chanting Hare Krishna, the glories to be imagination. И пятое оскорбление – это считать славу величие воспевания святых имен Господа подобно воображению. In the Nectar of Devotion, it states that there are many activities which produce a wonderful effects. В Нектаре преданности говорится, что существует много видов деятельности, которые приводят к чудесным результатам. That those, for instance, who are engaged in following the Rath cart during the Rath Yatra festival, that the demigods see them as having four hands. Как, например, говорится, что люди, которые принимают участие в церемонии, в процессе Радха-Ятры, в глазах полубогов предстают с 4 руками. So, whether they have 4 hands or 2 hands, однако вот 2 у них руки или 4, that's not the point. Не суть важно. The point is that for some devotees, these marvelous effects have been perceived. Однако суть в том, что в жизни некоторых преданных произошли такие чудесные события. But not for every devotee under every circumstance. Однако такие чудеса происходят в жизни не каждого, далеко не каждого преданного. But these descriptions are necessary to encourage us in our activities of devotional service. Однако описание шастр подобного рода предназначено для того, чтобы воодушевить нас на практику преданного служения. But it's assured that as one advances in devotional service, однако мы слышим в шастрах заверение, что если мы будем продвигаться в преданном служении, then everything becomes very wonderful. тогда все станет чудесным в нашей жизни. As Srila Bhaktivinoda Thakur said that one day I was chanting Hare Krishna, как Шрила Бхактивиданта Тхакур говорил, что однажды, когда он повторял Харе Кришна, and my house turned into Goloka Vrindavan. Мой дом превратился в Галоку Вриндавана. And the Charanamrita, I believe, became the river Ganges. А Чаранамрита, которую принимал, превратилась в реку Гангу. Became the Jamuna. Или Ямуны. In any case, this may not happen to us all the time. Да, но может быть такие чудеса не будут с нами происходить каждый Божий день. But for advanced devotee, these things are normal occurrences. Однако для жизни возвышенных преданных такие чудеса вполне заурядные события. The sixth offense is consider the chant, give some mundane interpretation of the holy name. А шестое оскорбление – это давать собственные интерпретации, мирские интерпретации о святом имени Господа. There is one poet who is explaining the holy name. Есть один поэт, который давал собственное объяснение святому имени. He was friends with Srila Prabhupada and used to chant sometimes. Он был другом Шрилы Прабхупады, иногда вместе с Прабхупадой пел. At engagements with Srila Prabhupada. Он пел на программах, совместных программах со Шрилой Прабхупадой. But he had the idea that the reason why the holy name was powerful is that it helped one hyperventilate. И однако он объяснял эффект повторения святых имен и объяснял могущество повторения святых имен тем, что такое активное пение приводит к гипервентиляции легких. There is no need to chant the holy name to hyperventilate. Однако для того, чтобы добиться гипервентиляции легких, нет необходимости повторять святые имена. It's much easier to do when you're not chanting. Гораздо легче добиться гипервентиляции вообще без повторения святых имен. The holy name has its effect because it's non-different from Krishna. Но святое имя имеет такую силу и могущество, потому что оно не отлично от Кришны. And one who chants with devotion and hears with attention can actually perceive Krishna's direct presence. И когда человек повторяет святые имена Господа с преданностью и слушает их со вниманием, тогда он сможет непосредственно воочию созерцать присутствие Кришны. For some people it's too difficult to understand this because it's too simple. Однако это слишком просто, чтобы эту истину простую могли понять многие люди. Эта истина слишком сложна для понимания, потому что она очень проста. But hopefully after reading Prabhupada's books for some years, однако постепенно, в течение нескольких лет, читая книги Шрилы Прабхупады, they'll come to the conclusion that Krishna and his name are non-different. такие люди приходят к выводу о том, что святое имя Господа и он сам Господь Кришна не отличны друг от друга.
The seventh offense is to commit sinful activities on the strength of chanting the holy name. Седьмое оскорбление — совершать греховные поступки, рассчитывая на чистительную силу святого имени. So one may think that by chanting the holy name I get free from so many sinful activities. Человек может подумать, ну вот, повторяя святое имя Господа, я освобождаюсь от целых гор греха. Sometimes we think that at the time of initiation there is some kind of magic transference of all my sins to my spiritual master. Иногда мы думаем, что во время посвящения, инициации, все мои грехи каким магическим образом перескакивают на моего духовного учителя. Those who have the eyes can see sin personified, emanating from the hearts of the devotees and entering to the hearts of the initiating guru. Те, имеющие глаза, да увидят, как этот олицетворенный грех вылезает из сердец сидящих на инициациях преданных и пролезает в сердца их духовных учителей. That we give some dakshin to the guru. И потом за это мы даем гуру какие-то деньги, дакшину. Pay for the doctor bills. Вот вам на медицинские счета. Докторам заплатите. But actually it's by following the instructions that we become free from our sinful activities. Но мы на самом деле становимся свободны от греховных последствий, или последствий греха, от греха благодаря силе наставлений. Initiation is to help that develop that mood of service. И инициация как раз помогает нам укрепить этот дух служения. And according to our sincerity of service, Krishna reciprocates with the devotees. И Кришна откликается взаимностью на наши усилия пропорционально искренности наших усилий в служении. But we should not have some other motive. У нас не должно быть никаких других мотивов. That we chant the holy name to become empowered to commit sinful activity. Мы не должны повторять святое имя Господа, чтобы обрести могущество совершать греховные поступки. That I was in the material world, I became frustrated by sinful activity. Я жил в материальном мире, грешил, и поэтому разочаровался в жизни. I joined the Hare Krishna movement. Теперь пришел в движение Харе Кришны. I became purified. Меня тут очистили. And now I'm encouraged to go out and perform sinful activity again. И я теперь преисполнился энтузиазмом снова вернуться в материальный мир и снова заняться I've been грехом. empowered by Krishna to sin. Кришна наделил меня полномочиями грешить в материальном мире. That will not be very helpful. Нет, это не очень поможет нам в жизни. Instead, one should chant the holy name with the idea of eventually developing love for Krishna. На самом деле, вместо этого необходимо повторять святое имя Господа с желанием, в конце концов, развить в себе любовь к Кришне. And at the same time, try to put aside our tendency towards materialistic sense gratification. И порвать со своими склонностями к материалистичному чувственному наслаждению. Otherwise, Prabhupada says that if one commits sinful activity on the strength of the holy name, В противном случае, как говорит Шрила Прабхупада, если человек совершает греховные поступки, рассчитывая на чистительную силу святого имени. just like some religions, they think, my spiritual master, the head of the religion, he died for my sin. Как, например, в некоторых религиозных системах люди думают, что ну вот наш духовный учитель, основатель нашей религии, он умер за наши грехи. And when I accepted him, he gave me a credit card, И когда я принял его руководство, он дал мне кредитную карточку. like a Jesus Christ credit card. Ну, выпущенный банком Jesus Christ. And if I commit any sinful activity, И теперь я могу совершать любые греховные поступки. then I charge all the sinful activities to him. И я таким образом все по счетам за эти греховные поступки должен платить мой духовный учитель, Иисус Христос. And he pays for the sinful activities. Он будет платить по всем этим счетам. Just like if a man, he has a father, Как, например, у человека может быть отец. and he makes a deal with his father. И он заключает сделку со своим отцом. My dear father, I'm going to rob this bank and kill some people. Он говорит, дорогой отец, знаешь, я собираюсь этот банк ограбить, ну и там по ходу дела убить нескольких человек. But let's make a deal. Давай с тобой договоримся. If I get arrested, I'll just tell them that you've agreed to take the responsibility for me. Давай договоримся так, что если мы с тобой, что если меня поймают, то ты, дорогой папа, скажешь, что я скажу, что ты ответственен, что ты согласен взять на себя ответственность за все мои преступления. So after committing this crime, И совершив это преступление, the police arrest the man, человек попадается в руки полиции. and they say you're under arrest. И полиция говорит, ну вот ты арестован. And he says, wait a second. А он говорит, подожди секунду. I made a deal with my father. Я заключил сделку со своим отцом. My father is going to be responsible for the crime. На самом деле мой отец будет отвечать за это преступление. Put him in jail. Посадите его в тюрьму.
the police won't agree. Но полиция, скорее всего, не согласится с этим Nor will Krishna agree. И Кришна также не согласится с That we этим. commit sinful activity, and at the same time we think someone else will take the responsibility. Если мы совершаем греховные поступки и думаем, что за них расплачиваться должен какой-то другой человек. Of course, sometimes the spiritual master has to suffer. Разумеется, иногда духовному учителю приходится страдать. Prabhupada said that's for different reasons. И Прабхупада объясняет, что эти страдания вызваны другими причинами. One of them is to convince the disciples to stop sinning. Одна из причин, как Прабхупада объясняет, это страдания духовного учителя призваны заставить своего ученика задуматься и перестать грешить. Another is that sometimes the spiritual master may seem to suffer to give the disciples an opportunity to render service to him. Иногда также другая причина может быть, что кажется, что духовный учитель страдает, испытывает какие-то неудобства для того, чтобы у его ученика появилась возможность ему служить. The eighth offense is to consider the chanting Hare Krishna to be one of the auspicious ritualistic activities offered from the Vedas as spiritual activities of karma kanda. Восьмое оскорбление – это приравнивать повторение святых имен Господа к благоприятной ритуальной деятельности, описанной в разделе Вед Карма Канда. Certainly by pious activities we can be elevated to the heavenly planets. Разумеется, совершая благочестивые поступки, мы можем подняться на высшие планеты этого мира. Or have some more auspicious materialistic situation. Или получить какую-то более благоприятную, приятную нам материальную жизнь. But by the chanting Hare Krishna, we can go back to the spiritual world. Однако, повторяя Харе Кришна, мы можем вернуться обратно в духовный мир. Everything in this world is so temporary. Потому что в этом мире все временно. One year in our life is just one moment in Brahma's life. Например, один год нашей жизни – это миг по летоисчислению Господа Брахмы. Brahma lives for 311 trillion 40 billion years. И Господь Брахма живет 311 триллионов 40 миллиардов лет. And Mahavishnu, that's his one breath. That's one exhalation of Mahavishnu. Однако для Махавишну это продолжительность жизни Брахма, это продолжительность всего лишь одного выдоха Махавишну. Therefore, our lifetime is so insignificant. Поэтому наша продолжительность жизни весьма незначительна. To be given the opportunity in a short period of time to revive our spiritual relation with Krishna is just amazing. И получить такую возможность за такую короткую жизнь, такой короткий срок полностью развить свои вечные взаимоотношения с Кришной, это просто чудо, оно не укладывается в голове. Therefore, we should make our aim of our chanting to develop our love for Krishna. Поэтому, повторяя святые имена Господа, мы должны быть нацелены только на одну цель – развить свою любовь к Кришне. And not be attached to some kind of external gain. И не привязываться к каким-то внешним сторонним результатам. The ninth offense is to preach the glories of the holy names of the unfaithful. Девятое оскорбление – это проповедовать славу святого имени Господа неверующим. In other words, we should try to preach appropriately to people so that they can understand what we're talking about. Другими словами, проповедуя другим людям, мы должны подбирать нужные слова и стиль проповеди, чтобы они могли понять правильно, что мы им говорим. As we can see in Prabhupada's preaching, he emphasized to those who are beginning to understand Krishna consciousness. Как, например, сам Шрила Прабхупада на примере своей проповеди, когда он общался с начинающими людьми и говорил о важности принятия сознания Кришны. The difference between matter and spirit. Он объяснял им разницу между материей и духом. And how to engage the material energy in the service of the Supreme Lord. И он объяснял им искусство занимать материю в служении Господу Кришне. Rarely in Prabhupada's preaching did he go much beyond that. И очень редко Шрила Прабхупада выходил за рамки этих тем, когда проповедовал начинающим людям. It's hard enough for people to understand and to take seriously the fact that they're not their body. Потому что обычным людям очень сложно понять даже тот простой факт, что они не являются материальными телами. What to speak of Krishna's activities in the internal energy. Не говоря уже о деятельности Кришны в царстве внутренней энергии. If we cannot see how Krishna is working right in front of us, если мы не можем видеть проявление Кришны непосредственно в нашей жизни, it's very doubtful we'll be able to understand what Krishna is doing behind the bushes in Goloka Vrindavan. Очень сомнительно, что мы сможем понять правильно, что там Кришна делает, чем он занимается в зарослях Вриндавана. 10th offense is not to have complete faith in the chanting of the holy names, to maintain material attachments, even after understanding so many instructions on this matter. И 10-е оскорбление – это не иметь твердой веры, воспевания святых имен Господа и сохранять материальную привязанность вопреки множеству наставлений, полученных на эту тему. There may be so many thoughts going through our minds. В нашем уме может быть множество различных мыслей. But we shouldn't worry about all these ideas.
Но мы не должны обращать на эти мысли большое внимание. Although we've been cultivating these ideas since time immemorial, Хотя мы взращивали в себе все эти представления о жизни с незапамятных времен, to follow any one of them will just be wasting our time. идти на поводу каких-либо из них будет просто пустой траты времени. Instead, we should try to become attached to the hearing and chanting about Krishna. Вместо этого мы должны пытаться развить в себе привязанность к слушанию и воспеванию всего того, что связано с And if Кришной. we can chant with love and devotion, Если мы научимся повторять с любовью и преданностью, then naturally we'll be attracted. Well, this will attract Krishna's attention. тогда такое повторение, такое слушание привлечет внимание Кришны. And as he reciprocates with our devotion by placing us in the Daivi Prakriti, in the eternal energy, Когда Кришна откликнется взаимностью на наше служение и перенесет нас в царство Дайви, Пракрити или внутренней энергии, naturally Krishna's name and gradually his form, his quality, etc. These will all be experienced by the devotee. постепенно имя Кришны, его облик, его качества и другие его атрибуты постепенно будут проявляться такому преданному. And then we'll simply desire to become more and more absorbed in the holy name of Krishna. Единственное, чего будет желать такой преданный, постепенно погружаться все больше и больше в святое имя Кришны. Therefore, we should avoid struggling, trying to go along with the different ideas that arise within the mind. Поэтому мы должны стараться не идти на поводу различных идей, которые там и сям возникают в нашем уме. Krishna says they come and go just like the seasons. Кришна говорит, что такие желания, идеи приходят и уходят подобно череде времен года. What Krishna says also, we should simply be detached from them. И Кришна говорит, что мы должны питать просто отречение от них. And then at the same time chant Hare Krishna with all the devotion and all the attention we can И в то же самое manifest. время мы должны повторять святое имя Господа со всей преданностью, со всем вниманием, на которое мы способны. Большое спасибо. Харе Кришна, дорогие родители, позаботьтесь, пожалуйста, о своих детях. Om Gyanatimanandasya Gyananjana Shalakaya Chakshun Militamena Tasmaya Sri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Puritananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I will speak briefly about the importance of second initiation. Я скажу кратко о важности второго посвящения. The material existence, our entire material existence is a big idea. Все наше материальное существование является большой идеей. It's an idea that we have generated out of our false ego. Это идея, которую мы генерировали своим ложным эго. In one sense, Krishna does not create this material world. В каком-то смысле Кришна не творил этот материальный мир, не творит. It is our desire to exist separately from Krishna that creates the material world. Этот материальный мир сотворен нашим желанием существовать отдельно от Кришны. Krishna does not personally want us to be in the material world. Сам Кришна не хочет, чтобы мы были в материальном мире. He has no personal desire to create the material world. У него нет личного желания создавать материальный мир. It's something he allows to happen because of our misdirected desires. Это то, чему он позволяет произойти из-за наших неверно направленных желаний. Somehow we have this idea in our mind that we are the enjoyer and controller.
Так или иначе, у нас появляется эта идея в нашем сознании контролировать и наслаждаться. The idea doesn't work, but we are so stubborn that we cannot see the inevitable results of our activities. Это не рабочая идея, но мы настолько упрямы, что мы не видим неизбежных результатов нашей деятельности. The whole purpose of the bhakti system begins by stopping karmic activity. И предназначение всей этой традиции бхакти в том, чтобы начать останавливать эту кармическую деятельность. Stopping fruitive activity. Чтобы остановить эту кармическую деятельность. That doesn't mean, when we say fruitive activity, it doesn't mean simply activities done for financial gain. Когда мы говорим вот деятельность ради плодов, это не имеется, под это не подразумевается только лишь деятельность ради каких-то финансовых приобретений. Fruitive activity is any activity done for any kind of material gain. Деятельность ради кармических плодов – это деятельность, которая совершается ради любых материальных приобретений. To put a stop, to put a complete stop to all kinds of karmic activity is a very bold step. И остановить всякого рода кармическую деятельность – это очень смелый шаг. To accomplish this purpose, both individually and socially, a class of brahmanas is required. Для того, чтобы осуществить эту цель, как на индивидуальном уровне, так и на социальном уровне, необходим класс браманов. What you see as an everyday occurrence is that people cannot see the inevitable results of their activities. То, что мы можем наблюдать в нашей повседневной жизни, люди не способны увидеть неизбежных результатов своей деятельности. As Queen Kunti explains, there's a diluting curtain of illusory energies that prevents you from actually seeing what's happening. Как царица Кунти говорит, что нам не дает увидеть реальность вот этой вводящей в заблуждение завеса материальной энергии, иллюзорной энергии. How can people become trained to pierce this curtain of Maya? И как людям научиться протыкать пробиваться через эту завесу майя? They require teachers, they require good examples. И для этого им необходимы учителя и хорошие примеры. Because according to their level of consciousness, that will determine how much of the Vedic knowledge they can understand. Потому что та степень их понимания ведического знания зависит от уровня их разума. This is a point that outside of India, it's very difficult for people to understand. И за пределами Индии этот момент людям очень сложно. Тем людям, которые живут за пределами Индии, очень сложно понять этот момент. We're not speaking simply about a geographic difference between East and West. Мы сейчас не говорим просто о географическом различии между Востоком и Западом. We are talking about a genuine difference in understanding how to acquire real knowledge. Мы говорим сейчас о истинном о различии в понимании приобретения знания. According to the purity of your consciousness, you can understand certain things and you can't understand other things. То есть вы можете понять какие-то истины вы можете не понять. Все это зависит от чистоты вашего сознания. The example of real Brahmana Vaishnavas is necessary to show people that their lifestyle influences what they can perceive. И идеальный пример Брамана Вайшнава нужен для того, чтобы люди смогли понять, что они могут, чтобы они могли почувствовать, что они могут воспринять. О чем говорит Шукадева Госвами в начале второй песни? You're sufficiently experienced with material life after so many births, but still you don't see what's going on. Он говорит, что вы уже достаточно, пройдя через много рождений и смертей, вы достаточно уже приобрели достаточный опыт материальной жизни, но тем не менее вы не понимаете, что вы не видите, что происходит. A class of real brahmanas is necessary to teach people how to live so that they can see. И поэтому необходим класс настоящих браманов, чтобы научить людей, как жить и как видеть. People can't understand how their behavior, how their lifestyle influences their perception. Люди не понимают, как их поведение, как их стиль жизни влияет на их восприятие. You may be a very learned university professor,
studying Sanskrit, studying the Vedas, and still you know nothing about the transcendental reality. Вы можете быть очень образованным, сведущим профессором, знающим санскрит, изучающим веду. Тем не менее, вы можете не иметь никакого представления о трансцендентной реальности. Because the habits, the lifestyle, Потому что it prevents one from any higher understanding. привычки, ваш образ жизни мешает вам приобрести вот этот вот высокий уровень понимания реальности. People will only understand this point when they see examples of those who are living as brahmanas. И люди смогут понять это только тогда, когда увидят живые примеры тех людей, которых можно назвать браманами. Then people can see that a proper lifestyle has direct results in terms of what a person can perceive, what a person can understand. И тогда люди могут убедиться на их примере, что правильный стиль жизни позволяет человеку расширить свое понимание и ощущение, свое восприятие. Those who are taking second initiation are supposed to show the qualities that Lord Krishna enumerates in Bhagavad Gita. Те, кто получает второе посвящение, они должны являть собой образец тех качеств, о которых Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите. Control the mind, control the senses, austerity, cleanliness. Умение управлять умом, чувствами, аскетизм, чистота, tolerance, honesty, терпение, честность. and both theoretical as well as realized knowledge of the science of the Supreme. И также обладание как теоретическим, так и осознанным знанием науки о Всевышнем. People need to see this example, Людям необходимо видеть этот пример. and they need to learn from such genuine Brahmana Vaishnavas. Им необходимо учиться у таких подлинных браманов-вайшнавов. I was speaking with His Holiness Niranjan Maharaj how this huge festival of 5,000 devotees chanting is powerful enough to even alter the course of mundane events. Я говорил с Васвятейшеством Ниранджаном Махараджем о том, как этот фестиваль, как воспевание на этом фестивале 5000 преданных может изменить даже курс мирских событий. It is powerful enough, imperceptibly, to cause a change in the political, economic, and geophysical circumstances of this world. То есть он достаточно могущественен, чтобы изменить даже политические, социальные, геофизические обстоятельства этого мира. A real yajna can do that. Настоящая яга способна на это. In previous yugas, the Brahmanas did the fire sacrifices, which were the presence of the Lord Himself. В минувшие юги браманы проводили огненные жертвоприношения, которые представляли собой явление самого Господа. Now, the main activity of our Brahmanas is to chant the holy name, teach others to chant the holy name, to study knowledge of Krishna and teach others knowledge of Krishna. И теперь настоящая деятельность браманов этой эпохи в том, чтобы повторять святое имя, учить других повторение святого имени, постигать знания о Кришне, учить других знанию о Кришне. To worship the deity and teach others to worship the deity. Поклоняться божествам и учить других поклонению божеству. And to show how to give and receive charity. А также являть собой пример того, как принимать и как давать и как принимать пожертвования. Therefore, this festival is a massive Brahmana Vaishnava event. Поэтому этот фестиваль является таким массовым событием, с массовым скоплением браманов, массовым событием, где собираются браманы. And those who are taking second initiation today, you have a great responsibility how to show people that Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam actually make a difference. И те из вас, кто получает сегодня второе посвящение, на вас лежит ответственность показать людям этого мира, что на самом деле значит быть браманом, настоящим браманом. Throughout the world, people are getting tired of fanatical religion. По всему миру люди уже просто устали от фанатизма религии. They think religion is just a set of beliefs you may have or you may not have. It doesn't make any real difference in life. Они думают, что религия это просто какое-то верование, это просто какой-то набор разные верования, и они особого смысла в жизни не несут. An example of a genuine
Vaishnava Brahmana will push aside that illusion. И пример настоящего вайшнава брамана рассеивает эту иллюзию. This is the greatest charity. Это величайшая благотворительность. By training a class of devotees who can educate the population by word and example, you can see enormous changes in the living conditions of so many living entities. Если благодаря обучению появляется класс образцовых преданных, которые могут научить мир тому, как жить, можно увидеть, как обстоятельства этого мира изменятся. That so many men and women are coming forth to be qualified for second initiation. Многие мужчины и женщины, они зреют до того уровня, чтобы стать достойными получить посвящение. Demonstrating the qualities that Lord Krishna that Krishna speaks about in Bhagavad Gita. Они демонстрируют те качества, о которых Кришна говорит в Бхагавад-гите. This is of extreme significance for the history of the world. И это играет очень важную роль в истории этого мира. Srila Prabhupada, before his departure, commented that one day historians will look back and see that the world was saved from its darkest hour by the Krishna conscious society. Перед своим уходом Шрила Прабхупада сказал следующее. Придет день, и историки этого мира взглянут назад и скажут, что мир был спасен от самой темнейшей судьбы обществом сознания Кришны. So those who have taken it upon themselves to become qualified for second initiation, they have a chance to participate in the great mission of reviving genuine human civilization. И те, кто развил в себе качества, достойные ему стать браманом, получить второе посвящение, могут принять участие в этой миссии возрождения настоящей человеческой цивилизации. Hare Krishna.